Что такого дает человеку алкоголь, ради чего в здравом уме можно согласиться на планомерное отупение из-за отмирания нейронов, рисковать здоровьем, своим и своих будущих детей, а в случае перехода алкоголизма в следующую стадию поставить на кон вообще все – семью, карьеру и, в конце концов, саму жизнь? Обязательно найдется тот, кто скажет, что знает меру и всегда сможет остановиться. Меру-то знать можно, но вполне реально пропустить тот момент, когда постепенно алкоголь овладеет вашей жизнью и превратится в болезнь, именуемую алкоголизмом. Все, кто говорит, что их это не касается, так как они выпивают только по пятницам и выходным, просто не понимают, о чем говорят. Регулярное употребление спиртного раз или два в неделю – это уже алкоголизм. Из регулярно употребляющих алкоголь мужчин, женщин и подростков 80% имеют первую стадию алкоголизма. В их организме уже запущен механизм разрушения. Умирает мозг, заплывает жиром сердце, атрофируется печень. Регулярно употребляют алкоголь 90% жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта. Доля хронических алкоголиков в этом море алкоголя всего несколько процентов. Остальные пьют обычные люди, которые уверены, что алкоголизм им не грозит. Однако, момент, когда вы пересечете черту и скатитесь от якобы культурного потребления до законченного алкоголика, может наступить внезапно. И самое страшное, что это заметят все, кроме вас. Когда алкоголику говорят, что он слишком много пьет, в ответ он всегда с пеной у рта кричит, что он не алкоголик, что выпивает только за компанию, что у него тяжелая работа и ему нужно снимать стресс, расслабляться и так далее. Так себя ведут все наркозависимые. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию нации. В Турции в среднем потребляют 1,5 литра алкоголя на человека в год. Прирост населения 900 тысяч в год. В государствах Средней Азии потребляют 2,6 литра. Прирост населения 585 тысяч в год. В Китае 5 литров в год. Прирост населения 6 миллионов ежегодно. В России потребление алкоголя на душу населения 15-18 литров, а по данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года средняя убыль населения в год составляет 774 649 человек. Для начала важно понимать, алкогольные напитки – это не чаек-кофеек. Этиловый спирт является мощным нейропаралитическим ядом, нарушающим функционирование нервной системы человека и наносящим неизгладимый урон всем группам внутренних органов своих потребителей. И неважно, в каких пропорциях этот яд разбодяжен водой. Попадая в кровь, алкоголь вызывает слипание красных кровяных телец, эритроцитов. Когда слипшиеся эритроциты циркулируют по сосудам, они неизбежно приведут к закупорке сосудов меньшего диаметра, тем самым нарушая кровообращение. Возникает кислородное голодание клеток с последующим их отмиранием. И в первую очередь это страшно, когда речь идет о клетках мозга. Регулярное употребление – это регулярное отупение. При употреблении 100 граммов водки или 1 литра пива навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга, а при каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Слипшиеся клетки крови эритроциты разносятся по всему организму, закупоривая капилляры. Организм обезвоживается. Продукты распада алкоголя отравляют все без исключения органы и поражают все системы вашего организма. В быту такое состояние называется похмелье. Вспомните свое похмельное утро. Головные боли, тошнота, жажда. Это тот период, когда организм пытается справиться с ядом. Кроме мозга, который многим культурным алкоголикам не особо и нужен, спирт разрушает кардиомиоциты, клетки сердца. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ в части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Из-за разрушения клеток вашей сердечной мышцы появляются микрорубцы, мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая проталкивать кровь. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. У людей, страдающих алкоголизмом, возникает стойкая аневризма, и со временем появляется синдром так называемого бычьего сердца. Если употребление алкоголя носит постоянный характер, то почки перестают справляться с нагрузкой, что в итоге приведет к почечной недостаточности. Продукты распада алкоголя выделяются через органы дыхания. Стоит вспомнить стойкий резкий запах алкоголя в выдыхаемом воздухе выпившего человека и не менее резкий запах утром при похмельном синдроме. Продукты распада повреждают эпителие бронхов, альвеол, что приводит к ослаблению защитной функции. Из-за снижения защитной функции в организм легко проникают инфекции и вирусы.
желудочницы. Негативно влияет алкоголь и на желудочно-кишечный тракт. Сначала нарушается секреторная и моторная функции желудка. Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов, которые в свою очередь вместе со спиртом агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. Сначала появляется гастрит, который со временем переходит в хроническую форму, и при дальнейшем злоупотреблении алкоголем появляется язва. Алкоголь неизбежно вызывает варикозное расширение вен пищевода. Вены постепенно деформируются и слабеют, в любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Также алкоголь агрессивно разрушает защитный слой кишечника. Уничтожается микрофлора, нарушается кровообращение по всей слизистой кишечника, образуются многочисленные эрозии. Они перерождаются в язвы, а впоследствии злокачественные опухоли. Когда алкоголь с кровью попадает в вашу поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение, и в итоге это приводит к мучительным заболеваниям. Острый и хронический панкреатит в 50% случаев возникает на фоне частого употребления алкоголя. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают, после чего замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени, развивается жировая дистрофия печени, за ней приходит смертельное заболевание цирроз. Цирроз печени наблюдается у 20% злоупотребляющих алкоголем, но не стоит думать, что это касается только злоупотребляющих. Каждое употребление – это удар по печени соразмерный с количеством выпитого. Чем хуже состояние печени, тем хуже она справляется с жирной пищей или пищевыми отравлениями. Употребление алкоголя всегда сопровождается угнетением функций половых желез и выработкой половых клеток с отклонениями. Дети от хронических алкоголиков в большом проценте случаев неполноценны. Высокий процент детей с врожденными патологиями появляются именно у людей, употребляющих спиртные напитки в больших количествах. Спирт отрицательно влияет на всю эндокринную систему, сбивая нормальную секрецию гормонов. Алкоголь в любой форме угнетает выработку тестостерона у мужчин, но особенно для мужских гормонов вредно пиво, а точнее содержащиеся в нем растительные аналоги женских гормонов эстрогенов. На бедрах и на талии любителей пивка появляется лишний жир по женскому типу, голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало и понижают влечение к женщинам. Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и со временем приводит к низкой фертильности сперматозоидов и даже к импотенции. На женщин фитоэстрогены также влияют негативно, сбивая нормальную выработку гормонов. У женщин, употребляющих пиво, становятся шире плечи, их голос грубеет, а над верхней губой появляются усы. Организм начинает работать по мужскому типу. На фоне алкогольной интоксикации возникают острые и хронические алкогольные психозы, развивается алкогольная деградация личности, человек становится примитивным, часто страдает отсутствием памяти, причем сбои с памятью со временем проявляются настолько сильно, что такой человек будет уже нуждаться в опеке, то есть фактически являться инвалидом. Появляются зрительные и слуховые галлюцинации, расстройство сознания. Пьяницы в состоянии алкогольного психоза часто совершают попытки наложить на себя руки. Крайним состоянием деградации мозга в последней стадии алкоголизма является алкогольный делирий, то есть безумие, более известный в народе под названием «белая горячка». Ну и, конечно, внешность. Видели ли вы внешне привлекательного алкоголика? Никогда. Спиртное уничтожает красоту на корню. Алкоголик – это человек с редкими волосами, желтыми белками глаз, лопнувшими сосудами, красные прожилки на носу и лице. Это так называемый купероз, характерный для лиц пьяниц. Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются в крови, образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры, раздуваются и лопаются. Эти лопнувшие капилляры невооруженным взглядом можно рассмотреть на носу алкоголика. Также у алкашей отеки, мышечная слабость, бледные желтые кожные покровы – все это еще никого не украшало. И главное, употребление алкоголя, как и любое другое регулярное отравление, сильно старит.
Алкоголик, даже так называемый культурный, всегда будет выглядеть старше своих непьющих сверстников. И самое главное, у употребляющего алкоголь быстро развивается тяжелейшая наркотическая зависимость. Сначала человек испытывает психологическую привязанность к спиртным напиткам. Затем, когда спирт внедряется в обмен веществ в организме, человек начинает испытывать зависимость физическую, и при такой зависимости уже довольно сложно отказаться от спиртного. То есть без алкоголя человек начинает испытывать самую настоящую ломку, которая сопровождается депрессией и неприятными физическими ощущениями. Если все вышесказанное не подтолкнуло вас задуматься о том, чтобы начать лечить себя от культурного алкоголизма, а карьера, здоровье и красота вам не нужны, то вот вам еще страшилок. Прием алкоголя – это всегда риск потерять не только здоровье и себя, но и оказаться в местах лишения свободы. Статистика по раскрытым преступлениям за 2021 год показывает, что почти треть всех преступлений в России, 28,3%, совершено в алкогольном опьянении. Всего же пьяными на момент совершения противоправных деяний оказались 182 тысячи задержанных. Общее число установленных преступников – чуть больше 580 тысяч человек. 80% убийств в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных водителей ежегодно происходит более 13 тысяч ДТП. Половина всех изнасилований совершается в состоянии алкогольного опьянения. Самые страшные вещи, одна только мысль о совершении которых трезвому человеку противна, в алкогольном дурмане совершаются сами по себе, как во сне. Стоит ли это сомнительное удовольствие сломанных жизней вашей и пострадавших от вашей пьяной руки ни в чем не повинных людей? Готовы ли вы заплатить за него молодостью, проведенной за решеткой? Счастливая семейная жизнь и алкоголизм также несовместимы. Алкоголик регулярно портит жизнь своих родных и близких, в любом случае являясь для них обузой. И чем тяжелее стадия алкоголизма, тем тяжелее эта обуза. Молодой алкоголик – это проблема для родителей. Постоянные пьяные драки, звонки из райотдела с просьбами забрать в очередной раз вычудившего что-то в пьяном угаре сына. А если он сядет за решетку, то несколько лет ему придется носить передачки. Мать за эти несколько лет посидеет, а отец попадет в больницу с сердечным приступом. Старый же алкоголик – это обуза для детей. За такого родителя, испражняющегося в алкогольной отключке себе в штаны, дети вынуждены регулярно краснеть перед друзьями и соседями. Алкоголь – это бесконечные ссоры, разводы и смертельные обиды на всю жизнь. Как же отказаться от спиртного раз и навсегда? Как сделать это в пользу полноценной жизни? Для начала необходимо распрощаться с тем кругом общения, который держится на совместном употреблении горячительных напитков. Такой круг не обязательно включает в себя родственников и друзей. Порой даже коллеги по работе ввергают человека в алкогольную традицию, обычаем отмечать любое событие распитием спиртных напитков на работе или после рабочего дня. Если попали именно в такой коллектив, то сначала попробуйте либо не посещать совместные пьянки, либо наливать в рюмку сок или воду. Но если вы уже на той стадии, когда не можете себя контролировать и каждый раз срываетесь выпить чуть-чуть за компанию, и как это обычно бывает в итоге напиваетесь, то лучше уволиться с такой работы. Никакая зарплата и мифические перспективы не должны удерживать на месте, где вас могут спаивать. В итоге все перспективы пропадут в алкогольном тумане, а вся зарплата в пьяном угаре будет уходить на пойло. Поддержка родных и близких очень важна в такие периоды. Иногда с пагубной привычкой справиться самостоятельно очень сложно. Очень часто помогает общество анонимных алкоголиков, работа над собой под наблюдением опытного психолога. Религиозным людям помогает разговор со священником в церкви или с муллой при мечети и так далее. Однако обращение в религию – это не панацея. Главное – это воля и желание. Нужно пересмотреть свои приоритеты. Чего вы хотели от жизни до того, как канули в алкогольный омут? Трезво осознать, что на одной чаше весов вашего будущего жизнь без спиртного, карьера, возможность путешествовать, иметь семью, здоровых детей, просто физическое здоровье, привлекательность, адекватную самооценку, а на другой – временный непонятный кайф, за который приходится платить все дороже и дороже. И в конце концов придется расплатиться самой жизнью. Все вышеперечисленные проблемы со здоровьем, внешностью и социумом исчезнут или вовсе не появятся в вашей жизни при отказе от спиртного.
Вам станут по силам практически любые нагрузки физического и умственного труда. Уже через месяц, проведенный полностью без алкоголя, вы ощутите, как сосредотачиваться на сложных задачах стало значительно проще. Вы действительно удивитесь, в каком тумане находилось ваше сознание благодаря так называемому культурному употреблению по выходным с целью якобы расслабиться. Также вам откроются новые возможности карьерного и творческого роста. Вы вспомните, чего хотели от жизни до того, как стали алкогольным биороботом. Без алкоголя организм избавится от лишней нагрузки, а сэкономленная энергия, которая раньше шла на уничтожение яда, попавшего в организм, теперь будет направлена на созидательные процессы. Расслабиться же после напряженной трудовой деятельности можно, занимаясь физкультурой, пробежки на свежем воздухе, велосипедные поездки за город, посещение сауны, фитнес-клуба. Да много различных способов, стоит только подумать. Найти возможность расслабиться без алкоголя человеку, у которого нет никаких увлечений, может быть очень трудно. Но как раз этот трудный путь является единственно верным. Со временем компания, которая собиралась на время употребления алкогольного дурмана, решительно и легко сменится приятелями, ведущими здоровый образ жизни. Появятся новые друзья, новый круг общения, который также может быть очень полезен в вашей новой человеческой жизни. В среде без алкоголя вам откроются новые возможности. Жизнь без алкоголя реальна. Нужно лишь сделать первый шаг и не отступать от намеченного пути. А на вопрос, дружу ли я с алкоголем, отвечу честно. Нет, не дружу, но связь поддерживаю. Поговорим сегодня о пользе и вреде питья. Алкогольные напитки, они издавна знакомы человечеству. Про них существует много мифов. И вот когда я разговариваю со своими пациентами с алкогольной зависимостью, а бывает, что просто с людьми о спиртном, я всегда им задаю один и тот же вопрос. Как вы относитесь к наркотикам? Обычно люди к наркотикам относятся отрицательно. Тогда я задаю следующий вопрос. А алкоголь – это наркотик? И тут у большинства возникает легкая растерянность. Не привыкли наши люди, что наркотики могут свободно продаваться в магазине, где их может свободно купить каждый. Более того, как-то недавно один мой знакомый заявил буквально следующее, что вино – это самый обычный пищевой продукт, который присутствует в крови у всех людей. Я согласен. Вино, конечно, это пищевой продукт. Выпускается пищевой промышленностью и продается в продуктовых магазинах. Но вино – это очень сложный продукт. Там очень много разных веществ. И присутствует, конечно, не у каждого человека внутри. Понятно, что тут дело идет о винном спирте. Или этиловом спирте. Или еще проще – этаноле. А совсем просто об алкоголе. Вещество это очень своеобразное. Это одно из немногих веществ, которое хорошо растворяется как в воде, так и в жарах. Поэтому в нашем организме для него нет преград. Оно свободно проникает в любые органы и ткани. И хотя оно не является естественным продуктом нашей нервной системы, тем не менее оно оказывает большое влияние на нее. Но действительно, в небольших количествах алкоголь вырабатывается клетками нашего организма. Но это совсем небольшие количества, и организм легко с ними справляется. Совсем другое дело, когда алкоголь поступает извне. Не эндогенный внутренний алкоголь, а внешний. Тут ход обмена веществ существенно нарушается. И вот тогда возникают те проблемы, которые приводят пациентов к врачу-наркологу. Алкоголь, конечно, это наркотик. Он соответствует всем критериям наркотического вещества. Наркотик – это понятие, с одной стороны, юридическое, с другой стороны, медицинское. Чтобы наркотик был признан наркотиком, он должен попасть в список наркотических веществ. Но медицина подходит с несколько другой точки зрения. Наркотическим веществом считается любое вещество, которое способно вызывать изменения психического состояния человека, способствует тому, что возникает навязчивое стремление его принимать, растет доза, и человек все чаще и чаще прибегает к его приему с развитием психической и физической зависимости. А есть ли хоть какая-то польза от приема спиртного? Да, есть. Есть определенная польза для здоровья. Так, например, если человек в небольших количествах употребляет спиртного, у него становится лучший состав крови и меньший риск возникновения атеросклеротических заболеваний. Но это в небольших количествах. Стоит принять дозу чуть-чуть побольше,
И наоборот, атеросклероз возникает гораздо чаще. Способствует алкоголь и тому, что у человека меньший риск развития диабета второго типа, или, как его еще называют, диабета полных, или диабета пожилых. Он уменьшает содержание глюкозы в крови, повышает чувствительность организма к инсулину. Но опять-таки все это о небольших количествах. Так какие количества алкоголя может человек принимать безвредно для здоровья? Ну, в настоящее время медицина такой дозы не знает. Отказались от такого понятия, как безопасная доза спиртного. Но есть минимальные дозы спиртного, которые просто уменьшают риск развития зависимости от алкоголя. Они следующие. Вообще сейчас принято дозировку алкоголя измерять в дринках. Один дринк, он равен примерно 10 граммам чистого спирта или 25 миллилитрам крепкого алкогольного напитка, ну, такого как водка, виски, коньяк, или примерно это 75 миллилитров спиртного в виде ликера, или 100 грамм крепленного вина, 150 миллилитров сухого вина, ну или 250 миллилитров слабого, светлого, 4-градусного пива. Это вот одна доза, один дринк. Допускается употребление человеком, смотря в зависимости от пола, мужчине до 14 дринков в неделю, женщинам меньше, всего лишь 7. И при этом, чтобы надо было 2 дня полной трезвости в неделю. А одномоментно, чтобы человек употреблял не больше 6 доз спиртного, не больше 6 дринков. Это небезопасная доза, но тем не менее риск развития зависимости существенно уменьшается. А вот когда эта доза начинает расти, особенно достигая 28 дринков в неделю для мужчины или 14 дринков для женщины, риск развития алкогольной зависимости стремительно возрастает. Но даже минимальные дозы спиртного, к сожалению, тоже не самым лучшим образом действуют на организм человека. Проводились исследования и выяснили, что человек, употребляющий спиртное даже в минимальных дозах, рискует на 0,5% больше умереть от разных причин, чем человек, который полностью обходится без спиртного. И особенно в этом плане не повезло женщинам. Если употребление одной дозы в день мужчины не приводит практически никаким вредным последствиям, то у женщин даже такие небольшие дозы алкоголя приводят к тому, что у них чаще возникает рак молочной железы, рак печени, рак кишечника. Поэтому, приобретая спиртное, человек должен четко создавать, что он наркоманит и ставит под угрозу свое здоровье, а также рискует получить такую тяжелую болезнь, как алкогольная зависимость. Если у вас, не дай бог, случились какие-то проблемы с алкоголем, вас стала беспокоить эта проблема, тут очень важно вовремя обратиться к специалисту. Они помогут вам. А что вы думаете об этом? Давайте обсудим в комментариях. Поделитесь этим со своими друзьями и близкими, чтобы они тоже узнали правду. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще не подписаны. Всего вам доброго, друзья. До встречи в следующих видео. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.